Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу немного показать работу с жидким пластиком. Многие пишут, что у них не получается и давно уже разочаровались в пластике. Не все так страшно. Конечно, возможно, первый раз у вас не получится, но в процессе работы вы уже будете понимать, сколько пластика вам надо замешать, сколько времени вам нужно для того, чтобы разлить. И как бы лучше смешать несколько раз, чем один раз много и не успеть с ним поработать. Постараюсь все подробно показать и рассказать. А сейчас приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать вот такой жидкий пластик. Он американского производства, и в коробке идет две упаковки. Одна синяя, другая желтая. Также мне понадобятся весы, молды. Конечно, перед тем, как работать на стол, обязательно что-нибудь подстелить, чтобы пластик случайно не попал. И обязательно перчатка. Два стаканчика и какую-то палочку, чем мешать. И салфетку, если вдруг что-то где-то протереть. Перед тем, как начать работать с пластиком, обязательно прочитайте инструкцию, потому что пластик бывает разный. Вот здесь у меня перечень пластика по номерам и время жизни пластика, время застывания пластика, точнее сказать, время, пока у вас есть все это смешать вместе, компонент А и Б, время жизни пластика и время застывания пластика. Поэтому обязательно надо прочитать инструкцию. Это очень важно. И, конечно, пропорции, как мешать. Вот, например, мой пластик, компонент А и компонент Б у меня идет, если я, например, 10 миллиграмм беру компонента А, это желтый тюбик вот у меня, то мне надо, если это 10 миллиграмм, то 9 миллиграмм мне надо компонента Б. Обязательно это очень важно, чтобы пластик взаимодействовал, как бы работал между собой и все у вас получилось. И насчет молдов. Часто задают вопросы, нужно ли им их чем-то смазывать перед тем, как наливать сюда пластик. Ничем смазывать не надо. Главное, чтобы они были чистые и сухие. И я всегда заранее подготавливаю молды, которые собираюсь заливать. И также у меня есть молды, которые, возможно, я не собиралась заливать. Но если вдруг остается пластик, то его надо обязательно использовать или просто выливать. Поэтому всегда в запасе есть какие-то молды, которые, возможно, понадобятся, и я их залью. У меня есть весы, у меня компонент А, к нему отдельный стаканчик, и компонент Б тоже отдельный стаканчик. И, как я уже говорила, обязательно палочка, чтобы смешать. Ни в коем случае не пальцами. И смешивать нам надо, например, 100 частей компонента А и 90 частей компонента Б. Если более просто сказать, то если вы берете 10 миллиграмм компонента А, то вам понадобится 9 миллиграмм компонента Б. И из этого мы можем рассчитывать. Если вы берете 20 грамм, значит компонента B 18. Если берете 30, значит здесь 27. И, конечно, при работе заранее лучше все вот так открыть и держать компоненты по обе стороны, чтобы вы понимали, какой компонент с чем смешиваете. Я беру стаканчик, ставлю на весы, убираю все на 0. Вот у меня 0. И наливаю компонент. Я возьму 20, так, 12, 15, так, 20, ну еще чуть-чуть. Вот. И пока мы компоненты не смешали, они как бы не работают. И также я беру компонент Б. Значит, здесь мне надо взять 18. Так, 13, 15. Вот, 18. Все есть. Теперь я баночки закрываю. Так как я работаю правой рукой, я одела одну перчатку. Так, и убираем. Так, весы мы тоже можем убрать. Так, отодвигаю все подальше. Беру свои молды. Немножко неудобно, вот что я просто уложила все, чтобы вам показать. Обычно, когда я работаю, это происходит все немножко по-другому. Так,
подвигаю к себе все. У меня еще вот такой вот, не знаю, как его назвать, строительный скребок, что ли. Если вдруг лишний пластик, то я его могу вот так убрать. Очень удобно. Можно использовать кредитную карточку. И теперь мы эти два компонента должны смешать в один стаканчик. Мы смешиваем. И хорошо палочкой все надо смешать, чтобы компоненты хорошо смешались. Лучше это делать, ну, 50 секунд, где-то так, 30, 40, 50 секунд. Чтобы они очень хорошо все смешалось между собой. Так, я надеюсь, вам видно. Да, видно все, что я делаю. Вот. Теперь у меня все хорошо смешано. Обязательно, вот главное, вот что, почему не получается, потому что плохо смешали. И вот так помешиваем. Компонент у меня смешан, и я начинаю заливать. Не стараемся как бы сразу в одно место все залить, так как пластик растекается. Но нужно это делать быстро. Надо к этому приноровиться чуть-чуть. И залью часики. Ну и пускай будет, например, у меня вот эта фигурка. Заливаем. Стараемся, чтобы все у нас было залито. Так, и, наверное, вот тут у меня чуть-чуть. Давайте елочку еще зальем. Так, ну и, наверное, все. Нет, еще не все. Еще чуть-чуть у меня осталось вот этого, чтобы залить. Ну, давайте мишку попробуем. Ну вот, все у меня залито. Так, смотрю, все ли где. Так, всего хватает. Да, все у меня идеально. Что теперь делаю? Теперь я беру палочку. Так, вот я смотрю, у меня здесь чуть-чуть. Вот, распределяю. Здесь все хватает. Здесь сейчас лишнее уберем. И здесь тоже все хватает. Вот уже все, он густеет, поэтому надо все заливать быстренько. Все, вот остаточки вот я тут залью. Все. Что мы делаем дальше? Если где-то вот у нас что-то перелилось, я беру вот этот скребок и вот так все лишнее убираю. Так, положила я все в кучу. Обычно это у меня все на столе. И вот так лишнее все убираем. И даем закрепиться. И вот тут уже видно, как пластик начинает застывать. И вот он становится белым. Если я заливаю иногда вот первую форму, она иногда немножко чуть-чуть прозрачная. Но лучше залить сразу, она будет чуть-чуть прозрачная, чем пластик застынет, и вы не сможете его залить вообще. Вот видно, как мой пластик застывает, и он становится белым. Молд при этом немного может нагреваться, поэтому лучше, когда происходит самая такая реакция, ну, не трогать его. Но сейчас он уже почти остыл. Вот здесь у меня уже остывают все остальные молды. И покажу, что делать дальше. Вот этот молд у меня уже застыл. Теперь я беру спирт и кусочек ватки. И смачиваю хорошенечко, так смачиваю в спирте. И протираю. Хорошо протираю все вот эти вот неровности, которые у нас вытекли там, это все протирается спиртом. Очень хорошо все отходит. Если вдруг где-то вот такие бугорки, пузырьки на этой стороне, ничего страшного. Потом покажу, что с ними делать дальше. И вот так обрабатываем. Вот вы видите, все вот эти
неровности, они как бы убираются. То, что у нас там перелилось. И так обрабатываю все свои молды. И продолжаю работу. Где-то можно вот так руками что-то убрать. Надо все почистить, чтобы убрать вот эту немного липкость и лишнее. И теперь, когда я все почистила, можно молды вот так аккуратненько все по краям отщипываем и выбираем. Вот что получилось. Здесь у меня пока что еще некоторые вот эти, где должны быть прорезано, закрыты, но как бы даю им немножко закрепиться. И затем дальше продолжим работу. Вот мне очень интересно, что вот здесь получилось. Очень такой интересный молд, красивый. И вот вы видите все вот такие детали. Так, ой, какая красота получается. Посмотрите, как все красиво, беленько. И вот так все детали очень хорошо видны. Вот такой мишка красивый. Вот что у нас получилось. Это, конечно, еще все надо зачистить, чтобы у нас все выровнялось. И покажу, как это делать. Сейчас все вытащу. И вот так вытаскиваю все свои детали. Вот звездочки вытаскиваю. Все еще надо будет зачистить, и у нас получатся красивые детали. Для последующей работы мне понадобится наждачная бумага. У меня это листы, и она такая достаточно грубая. И что мы делаем дальше? Чтобы зачистить вот эти все неровности, мы можем, конечно, немного все это ножницами вот так почистить где-то. Вот, но так вот, видите, тут у меня что-то. Все я убираю лишнее. Вот. И теперь я беру, так, убираю вот это. И на наждачке все это натираю. Надо быть аккуратно с ногтями. Во-первых, это у нас будет, вот эта поверхность станет шершавой и легче ее будет наклеить. И заодно мы все выровняем. Поэтому все детали вот так аккуратненько, все, заднюю часть зачищаем. Ну вот я уже зачистила фигурку, и вы видите, как все отверстия, вот эти, где бантик, и все это зачищается, и задняя сторона у нас становится шершавой. Да, конечно, над этим надо поработать, не все просто, но у нас все. Так, сейчас зачищу, там попал мусор, вот здесь все, конечно, у нас будет намного красивее. И так зачищаем все фигурки. И продолжаем работу. Если это мелкая фигура или плоская, вот такая, можно даже ее простой вот пилкой для ногтей. И все у нас должно быть отчетливо видно. Рамочки тоже хорошо зачищаем. Сначала на наждачке, а затем вот так аккуратненько по краям, чтобы у нас все было отчетливо и ровно, хорошо видно. И продолжаем работу. И сейчас я хочу вам показать, что же у меня получилось. Конечно же, фигурку еще надо больше зачистить, подготовить, покрасить. Сначала изогнуть и потом покрасить. В следующем видео, когда я буду декорировать игрушку, буду показывать, как это все подогнуть. Потому что сам пластик, когда высох, он уже
ну, такой вот твердый, и просто так его не согнуть. Ну, невозможно. Поэтому надо предпринять какие-то действия, чтобы он согнулся. Посмотрите, все как идеально. Многие меня спрашивают, чем лучше работать, с пластиком или с глиной. Я работаю и с тем, и с другим. И в каждом случае как бы выбираю то, что подходит мне больше. Вот такая красота у меня получилась. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.